Привет, дорогие друзья! С вами Ева, Ева Реки, и вы у меня на канале. И сегодня мы летим с вами в Мускат. Я уже нахожусь в Стамбуле, и буквально час назад я вылетела из Бодрума. Сейчас вы увидите, какой был полет, чем меня кормили. Ну а сейчас я уже нахожусь в лаунже, перед входом в лаунж в Стамбуле, потому что у меня есть одна такая дамская сумочка и есть вот такая вот небольшая сумка. Тут у меня шлепки, наушники, и у меня пересадка 7 часов, поэтому сейчас я хочу быстренько оставить где-то, я знаю, что там есть камера хранения, оставить свою сумку и пойти гулять по шопингам, исследовать, что там есть в лаунже, может быть, даже поиграю в гольф. И, в общем, будем думать, как развлекаться 7 часов пересадки. Погнали! Такс, оба! Сразу заранее продумываешь маршрут, куда бы отправиться прогуляться. Там, я смотрю, есть Монклер, Армани, Лакост, мой любимый. Хочу зайти посмотреть Бербери. Я уже вижу отсюда, что там есть птичка в клетке. Значит, чтобы закрыть, нужно 6 раз кликнуть на раз, два. Его расположение. Хотела пойти прогуляться по магазинчикам, но, честно говоря, взяла бокальчик, взяла кофейку. И меня будет просто У меня сейчас будет массаж. Класс. Мне привалило счастье. Не спала пару ночей, и у меня теперь тут все просто вот волшебник. Класс. Так что, если будете в лаунже, массаж. Супер. Всем с хвостиком часов ожидания будут тяжелыми, но на самом деле здесь достаточно комфортно. Я себе заняла, видите, такой классный уголок. У меня был классный вид, у меня постоянно была на столе какая-то еда. Ну, конечно, видите, я пустилась во все тяжкие, я даже же кончилась это все попкорном. Иду сюда. Look up, please. Look up. Keep like that, please. Ну что, приятного мне аппетита. Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в новый влог. И сегодня мы с вами летим в Мускат. У меня будет очень интересный полет. Бодрум, Стамбул, Маскат, бизнес-класс. Мы проведем с вами целый день в бизнес-лаунже и посмотрим, заскучаем мы там или нет. Нас впереди ждет солнечные каникулы, и я беру вас с собой. Погнали! Традиционно в Turkish Airlines утром всегда завтрак, турецкий завтрак. Видите, здесь у нас сок, будет фруктовый салат, как обычно, оливки, сыр, овощи. Вот, видимо, будет омлет. Вот, ну и напитки, как обычно, сок, лимонадик. В принципе, küçük simit. Teşekkür. Ve küçük bu burası. Evet. Teşekkür. Так, что? Приступим. Да, в общем, конечно, редкий случай, но я хоть и голодная, еще не завтракала, но совершенно не смогла здесь ничего съесть. Невкусно.
на бизнес тоже подают такой огромный автобус, полупустой. Ну что, Стамбул тоже очень солнечный. Скучала по Стамбулу, но у меня пересадка 7 часов. А не успею я выйти в город, поэтому будем развлекаться в лаунже. Чем прекрасен трансфер по сравнению с теми, кто просто приезжает в Стамбул и проходит все досмотры и так далее. Трансфер из Бодрума всегда здесь пусто, здесь никогда нет очередей. Очень-очень пусто. И где-то там в 19. Стамбул, ну что, можно официально начать влог, потому что в самолете невозможно говорить. Очень шумно, много людей. В общем, друзья, привет, с вами Ева Рейки, и мы с вами летим в Мускат. И я сейчас нахожусь в Стамбуле. Это отсюда у меня начинаются все мои путешествия, потому что, чтобы улететь зимой куда-нибудь из Бодрума, нужно, конечно же, делать пересадку в Стамбул. В последнюю неделю назад до вылета мне вдруг внезапно поменяли мой рейс. У меня были такие просто выверенные пересадочки по 3 часика, чтобы прекрасно погуляться по шопингам, посидеть и пообедать в лаунже, и потом уже иди на полет. Но оба рейса, видимо, из-за смены сезона на летнее время, мои рейсы поменялись сильно, и у меня в одну сторону у меня 7 часов ожидания сейчас будет в Стамбуле, а на обратном пути там даже больше, по-моему, 9 или 10. Вот. В общем, у меня давно не было таких долгих ожиданий в Стамбуле. Сейчас посмотрим, чем все-таки заняться. Можно почти 6-7 часов, да, 7 часов практически в аэропорту Стамбула, учитывая, что у меня есть доступ в бизнес-лаунж. Посмотрим, чем можно заняться. Может быть, посмотрим фильм, может быть, пошопимся, прогуляемся и исследуем лаунж хорошенько. Я знаю, что там даже есть гольф. Погнали. Прекрасные утренние часы. По сравнению с вечерней пересадкой или ночной, утренний аэропорт Стамбула гораздо свободнее, гораздо приятнее. Из багажа, как обычно, моя сумка Dior, которую я буду носить с собой. И у меня есть такая пляжная, где у меня наушники, где у меня кофточка еще, если вдруг холодно, шлепки. Вот, то, что не влезло у меня в чемодан. И у меня сегодня квест, я хочу попробовать найти в лаунже камеры хранения и оставить вот эту тяжелую сумку, что все 7 часов с ней не таскаться, оставить ее на хранение. Поэтому сейчас мы с вами пойдем в лаунж. Он, как обычно, здесь за Нусретом, кто не знает. Пойдем в лаунж и проверим, можно ли в лаунж ходить, выходить по несколько раз, и где там находятся эти самые камеры хранения. Здесь в Стамбуле открылось кафе Эрме. Но я, кстати, не очень фанат ни макаронов, не очень мне это все близко и понятно, но зато у них очень милый здесь интерьерчик. Для аэропорта очень, кстати, уютно, правда? Ну, здесь как раз вот рядышком вход в лаунж. Пошли. Удивительное чувство, я всегда хожу в белом, но когда ты ходишь в белом, вот, total white look, когда ты ходишь в белом Бодруме, то это выглядит вполне органично. Но когда ты приезжаешь в большие города, я помню, как я ходила в Баку, вся цветная. В общем, когда ты приезжаешь там в Стамбул или куда ты ходишь весь белым, это просто на тебя все смотрят, как будто бы с тобой что-то не так. На самом деле просто в Бодруме все белое, даже одежда. Что, погнали? Сканируешь QR-код и ничего. Без дилей. Окей. Let's see. Кстати говоря, надо не забывать, что сейчас Рамадан, и в Омане, куда мы с вами летим, точно так же. Ну, кстати, выглядит очень тихая эта зона. Класс. Мне нравится. А раньше вот такие вот красные розы стояли во всех туалетах женских в этом лаунже. В старые добрые времена. Ну что, здесь вход и камеры хранения так близко, то есть даже не нужно идти в ту зону. Очень удобно, потом перед выходом, хоп, и берешь. Lockers will be unlocked at the end of the day. Ага, понятно. Ну, то есть надо, конечно, не забыть свой багаж. Давайте сейчас сообразим, как это здесь все делается. По отпечатку пальца. Супер. Первый раз, кстати, пользуюсь. Сколько раз была в лаунже, но все время у меня не было своего багажа. Смотрите, как это стильненько выглядит. Класс. Птичка в клетке.
Значит, чтобы закрыть, нужно 6 раз кликнуть на 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну что? Закрылась? Нет. Так, сейчас будем разгадывать этот кубик. Освоение новых технологий. Пробуем. Птичка снова в клетке. Я поняла, в чем фишка, короче. Первый раз просто ты, когда кликаешь, он не засчитывается, смотрите. Все. Ага. То есть я кликнула 5 раз, поэтому не сработало. В общем, теперь он уже меня запомнил, и я так понимаю, что я могу делать это любое количество раз. Супер. Мне нравится. Класс. Почему в прошлый раз я таскалась со своей сумкой Lacoste? Погнали, все, спасибо. Здесь, кстати, очень приятные такие кабинки. Здесь можно, кстати, отдохнуть. Может быть, я сюда попозже приду. Здесь как раз можно позависать. Такие тихая зона. Класс. Это, конечно, другое дело. Налегке. Плечики не будут болеть. Класс. Но это вообще... Почему я раньше не пользовалась этой услугой? Представляете? Даже если у тебя совсем небольшая сумочка, даже пусть она килограмм, но все равно, когда ты таскаешь ее целый день с собой в аэропорту, это обычно недосып, уставший, поэтому очень классно. Пользуйтесь обязательно этими камерами хранения. Они прямо у входа. Супер. Лаунжка всегда достаточно... В принципе, вот хорошо, конечно, в утренние ранние часы. Гораздо меньше людей, но все равно, в принципе, люди есть, но сильно меньше по сравнению с вечерними часами. Мне это очень нравится. В прошлый раз в лаунже я очень долго искала себе. Заняла достаточно классный столик. Вот, уже практически полдень. Хочу сейчас позавтракать, полноценно, вкусно покушать. И, конечно же, первым делом, с чего начинается мое любимое посещение, любое посещение этого лаунжа, это салат-бар. Какой же он классный. Я его так обожаю. Смотрите, как здесь классно. Обожаю. Все такое веганское, свеженькое. Супер. Ну что, посмотрим, что сегодня есть. О, классный зеленый салат сейчас возьму. Свекла. Баклажаны, но они с йогуртом пропустим. Фасоль очень вкусная, я знаю. Так, дальше что? Кабачки. Ой, классные грибы с брокколи, с овощами. Видите, очень много вегетарианского. Долма, кстати, тоже очень вкусная. Она тоже веганская. Так, здесь повторение. Фава. Это фасоль турецкая. Очень вкусно готовится. Посмотрите, какие классные гриби вешенки с этими, с брокколи. Супер. Вот этот зеленый салат прям суперский, очень нравится. Я люблю вот этот бейби романа. Он всегда очень классный. Так, что здесь у нас? Это даже не знаю, что это такое. Что такое полезное. Видимо, очень слишком полезное для меня. Такое я не смогу. Как обычно, много оливочек. Ну, приборы, тарелочки, сырки. Ну что, начнем с салатика, как обычно. Ну что, какой-то вот такой у меня сегодня завтрак. Взяла то, что я хотела. Эти вот с грибами овощи, долму, зеленый салат. И решила попробовать немножко шпинатика. Чуть протеинчику хотя бы какого-то. Вот. Прекрасно. У меня здесь столик. Всегда сижу в этом уголке уже традиционно. Красота. Гораздо лучше летать утром. Вообще пустой лаунж. Очень мне нравится. Ну что, всем приятного. Мне не хватило. Решила взять немножко курицы. Долма была очень вкусная. Прям взяла. И немножко спагетти, прям крошечную порцию с пармезанчиком. Ну, должно мне хватить как раз прекрасный такой завтрак-ланч. Вы знаете, я думаю, что лаунж еще такой пустой, потому что сейчас Рамадан. И, естественно, люди приходят в первую очередь в лаунж за едой, и в Рамадан все равно люди меньше путешествуют. А я вот люблю путешествовать в Рамадан, потому что какая-то особая такая праздничная атмосфера. И мне кажется, там, куда я еду, в Омане, там тоже будет в отеле прекрасные какие-то украшения, традиционная музыка, мне это очень нравится. Вот. А я пью кофе, ну что, у меня уже прошел целый час. Из 7 часов осталось 6. 6 часов впереди. Будем развлекаться. И знаете, что я очень люблю из десертов в лаунже? Такая вот баклава с фисташками. Она в этом лаунже, просто умопомрачительная. Видите, кстати говоря, не так много людей. Но это баклава и десерты. Сейчас я вам покажу, какие тут есть десерты. Еду мы с вами разобрали.
есть десерты. Я люблю брать этот десерт, потому что я с него ворую малинку. Вот видите, с этого десерта я не люблю этот десерт, но малинка классная. Очень много сладостей, очень много всяких десертов здесь на любой вкус. И чизкейки всякие бисквитные. Любимая моя малинка. Вот. Ну, а здесь турецкие сладости. В общем, баклава в этом лаунже невероятно восхитительная. Обязательно попробуйте. Я всегда беру 1-2 штучки, вот, потому что, ну, просто, ой, вот это, наверное, тоже с фисташками, наверное, невероятная. Смотрите, какая красота. В самой крайней точке лаунжа как раз здесь сладкий стол находится. Вот, кстати говоря, видите, украшения в честь Рамадана. Там Рамадан Вилледж, торговая точечка, маркет. Как ни странно, но я все время не удается занять этот мой угловой столик. Я просто его обожаю. Отсюда очень хороший вид на все магазины. Сразу заранее продумываешь маршрут, куда бы отправиться прогуляться. Там, я смотрю, есть Монклер, Армани, Лакост, мой любимый. Хочу зайти посмотреть Бербери. Я уже вижу отсюда, что там есть уголочек Бербери. Хочу в него тоже зайти. Как раз еще часок у меня таким образом потихонечку испарится. Такое вот долгое ожидание. Мое расположение. Хотела пойти прогуляться по магазинчикам, но, честно говоря, взяла бокальчик, взяла кофейку, и меня просто разморило. Нету никаких сил вообще никуда идти. Ну что, прошло 2 часа моего ожидания. Впереди еще 5 часов. А вот здесь как раз гольф-эрия. Хочу попробовать. Ну что, я помню, когда у меня был офис, у нас было соревнование архитекторов по мини-гольфу. И я со своей командой, я была лидером команды, я выиграла это соревнование. Ну что, вспомним. Help me, please. Trying to entertain myself. I have 7 hours. This is the key thing I was waiting for. Please, we have 2 boxes in the second. You can see right and left. Both have to inside the right box and then green light. When green light is been ready. Okay. I'll show you again. You should put in the right box. Okay, great. Thank you so much. You're welcome. Ну что, game started. Так. And face down, please. You mean just sit? Yes. Up step, face down. This way. Face down. Yes. Quite unusual. 1 minute. Okay. One more step, please. One more up. Thank you. Look straight, man. Don't move Great. right now. Wow. Look up, please. Look up. Keep like that, please. Эта штука просто бомба. Я просто вспотела за 4 минуты. Если вы здесь не были, вам обязательно нужно попробовать. Это тур виртуальной реальности. Я просто вся мокрая. Мы просто летали по Мукале над горами. Вот так вот, какие американские горки. Я вся вспотела. Там еще есть Стамбул. Что-то еще. У меня есть 7 часов. Я все попробую. Вау. Сейчас парень тоже будет кататься. Сейчас я сниму, как он будет реагировать. Это я вот так точно так же выглядела. На самом деле, в какой-то момент становится очень страшно, потому что там высоко так взлетаешь, потом падаешь так отвесно. В зале массаж. Hi. How to get to you? Is it for free or is for payment? Reservation? Free? No How? reservation. Reservation? How to get you? You contact with me. I already contacting you. Okay, well, I have 4 more clients. Okay. I am on the most corner near that strudel. If you can find me later. Thank you so much. Неизменный такой сайн всех лаунжев Turkish Airlines. Это такое играющее пианино на входе.
создает прекрасную атмосферу. Если бы мой диванчик стоял здесь, то я бы села именно здесь. Ну что, я полетала над Каппадокией, забронировала себе вот там вот массаж, надеюсь, он подойдет. Еще полетаю над Стамбулом обязательно. Ну и сейчас хочу все-таки найти, если все-таки такая resting area и кинотеатр. Все, я убедилась, что мой массажист меня запомнил. Плохо развлеклась, нашла себе массаж, полетала над Каппадокией и нашла лаунж-зону. Там, правда, там шезлонги, такие прям лежаки, можно прям растянуться, хорошо лечь. Но вы представьте, на этот весь лаунж всего 4 лежака. И мне кажется, все просто прям в очередь стоят и ждут. Ну ничего, я так немножко в гольф поиграла, размялась. Классно. Ну что, сейчас себе возьму какой-нибудь чайку. Пойду смотреть ютубчик какой-нибудь, фильмец. Красиво сверху. Не знаю, мне кажется, какие там, может быть, корейские авиалинии или что-нибудь, не знаю, какие-то, но мне кажется, не Emirates. Они так красиво идут в одинаковых костюмчиках с одинаковыми чемоданчиками. У меня сейчас будет массаж. Класс. Счастье. Мне привалило счастье. Не спала пару ночей, и у меня теперь тут все просто вот волшебник. Класс. Так что, если будете в лаунже, массаж. Супер. Отрубиться можно. Массаж просто вообще. Я аж отрубилась, чуть не заснула. Не знаю, как встать. Блин, почему я раньше этим не пользовалась? Только что сделали 15 минут, наверное, где-то он делал мне массаж. Просто класс. Вообще. Прям реально полегчало. Плечи, шея. Класс. С мужем время пролетает быстро. Как только чувствую, что начинаю скучать, придумываю себе какой-то движ. Ну что, уже на самом деле сейчас 3 часа дня. Прилетела я в 11, 4 часа уже позади. И 3,5-4 часа уже еще прям до тейк-офф впереди. В общем, сейчас пойду проверю, кстати, мой багаж, а то я на видео снимала. И я не могу понять, я там нажала кнопочку, я все-таки закрыла или открыла. Сейчас проверим. Ну все, нет, закрыто, видите? Тут есть такая штучка, видно, что закрыто. Все, супер, видите? Моя сумка здесь. Вот. Можно входить и выходить. Сейчас я хочу пройтись по магазинам. Хочу зайти в Burberry, хочу зайти в Dior. Хочу померить всяких очков. Ой, красота. Честно говоря, можно было бы себе устроить какой-нибудь большой шопинг, но у меня реально очень мало места для багажа, не хочется на себе ничего носить. Вот что я действительно, может быть, сейчас себе куплю, так это очки. Очки, во-первых, я лечу в место, где солнечно, у меня хотя есть мои любимые диоровские очки, но так, там, кстати говоря, я попросила мальчика, сидел рядом со мной, вот там вот мое место в уголочке, попросила, чтобы он попридержал мое роскошное угловое ложе. Так, ну что, а я пойду туда, там начинаются всякие бренды, погнали, начнем Монклера, он у нас, кстати, есть в Марине. Я вот жду, когда он откроется, и летом будет, вот, кстати говоря, мой сегодня полетный лук. Total White. No, I just want to check. This is for ladies. Вот он, мое местечко в голове. Видите, там мальчик в наушниках сидит, сторожит. Попросила, я говорю, вы до скольки будете? Он говорит, у меня вылет в 6. Я говорю, у меня почти в 8. Говорю, ну супер. Поддержите мое любимое место, потому что видите, насколько классная такая смотровая площадка, обзор такой, вид очень уютно. Так, ну что, духи я не хочу, духов у меня много. А вот что я действительно хочу зайти, это в Burberry. Лакост. На обратном пути. Зайдем в Лакост. Louis Vuittonчик, Диорчик зайдем. Класс, погнали. Сразу, как только я захожу в Burberry, я сразу начинаю скучать по Лондону. Хочу в Лондон сразу. Хочу. Намерилась очков, одни мне очень понравились. У Cartier очень классно. Мои сумочки.
прекрасно заходить в магазин, ты понимаешь, что из всех сумок, которые есть, у тебя самая лучшая. И ты выбрал все равно то же самое. Здесь видны эти украшения в честь Рамадана. И очень мне нравится эта надпись Through kindness we are one. Реально очень классно. Все очень точно. Прошлась по магазинам. Знаете, когда в прошлом году, например, что-то взял такое прям очень свеженькое, сложно потом найти и из украшений, и из аксессуаров что-то, что вот прям вот западет в душу, потому что все равно повторяется все по кругу, а хочется чего-нибудь необычного. Пойду еще зайду в Cartier. Cartier. А вот Асай не пойду. Сваровский нет. Ну и, в общем-то, все. Там duty free. Алкоголь, косметика. Кстати, вот можно зайти и заклинить дезодорантом. Моим любимым. Это супер удобно, как у себя дома. Пришел, вот у меня здесь зарядка. Даже зарядку я с собой не ношу. Зарядиться и все. Опа. Так вот. Докрываешь. Он уже знает мой палец. Видите? Все. Хопа. Раз, два. Класс. Ну что? Не знаю, в какой, в 10-й, в 4-й раз иду опять что-нибудь перегрызать, потому что, ну, невозможно сидеть и что-нибудь, когда у тебя еда стоит под носом, ничего не перекусывать. Ну что, осталось всего лишь 3 часа. 3 часа. Ну что, последнее развлечение нашла тут попкорн в детской зоне. Попкорн штука не сильно калорийная по сравнению со всей остальной едой, которая тут есть. Поэтому... А не развлечься ли мне попкорн? Поверьте, ну, попкорн не хуже, чем в кинотеатре. Здесь у меня подставка для моего ТВ, наушники и какой-нибудь фильмец еще. Значит, сижу в лаунже, что на меня вот, смотрите, солнце уже близится дело к закату. На меня солнце вышло. То, что это солнце. Осталось 2 часа до вылета, 2,5. Видимо, последний час будет посвящен тому, чтобы принимать солнечные ванны. Красота. Здорово они тут сделали. Определенные часы. Пробивает солнце. Что, 2 часа до вылета. И вы знаете, чем Ева развлекается? Видите, у меня тут палочка от суши я нашла. Потому что сменилась вся смена здесь обслуживающего персонала в лаунже. И пришел новый массажист. Я смотрю, он тут ходит без дела, никому не нужен. Я говорю, а давайте вы мне тоже сделаете массаж. И мне сделали 2-ю сессию массажа. Он, правда, в этот раз попросил собрать волосы. Вот, потому что тот массажист просто аккуратно так волосы мне перекладывал с одной стороны на другую. Вот, и я вспомнила свои кисточкой. Всегда так, я помню, когда на работе акварели рисовала интерьеры, всегда кисточка была здесь, наготове. Вот, поэтому палочки от суши. У меня только что был опять 15-минутный сеанс массажа. Предыдущий парень делал прям так очень такой расслабляющий массаж. Я прям чуть не заснула. А этот так прям хорошо прошелся. У меня прям даже немножко, мне кажется, завтра будет все побаливать, потому что он такие болезненные точки затронул. Ну что, еще 2 часа. Сейчас, наверное, выпью чаю, еще что-нибудь посмотрю и идем на посадку. Так можно войти во вкус и начать путешествовать только ради массажа в Turkish Airlines Lounge. I have a new guest in my corner. You try one. No, first you try and tell me, is it good? It's actually Indian food. It's a curry chicken and rice. Yeah, it is. You're first. Just tell me, is it You really try. Indian? Yeah, Indian girl trying Indian. Yeah, rice is good. Okay. Approved. Okay. Try. Indianly. Try with the chicken. No. First you try. Tell me. If it is too spicy. Yeah, I know this. Yeah, I remember the taste of that rice. Yeah. Not bad rice, really not bad. Your face. That is okay. You can't No, make that it. is okay too because I am a very good cook. So I know I can make this chicken. Your face actually don't need any comments. You just. I know. It's not original, yeah. Right, it's not authentic. Rice, not bad, but Yeah, too much salt in it.
Try some. No, I already got. It will be for me too much. Your I'll face- get some tea. You're doing FaceTime. Last 1 hour. No, it's my vlog. I'm doing vlog. I'm vlogger. Yeah, I'm doing some videos on YouTube. Я думала, что эти 7 с хвостиком часов ожидания будут тяжелыми, но на самом деле здесь достаточно комфортно. Я себе заняла, видите, такой классный уголок. У меня был классный вид. У меня постоянно была на столе какая-то еда. Ну, конечно, видите, я опустилась во все тяжкие. Я даже кончилась это все попкорном. И думаете, одним? Нет, я съела 2. Ну, сколько можно? Ну, просто, а что еще делать? Телефон садится, если постоянно смотришь быстро, а заряжать негде, потому что все розетки там люди сидят, а у моего столика нет розеток. Вот. Но все равно, мне кажется, очень как-то так прикольно я провела время, поиграла в гольф, я полетала над Каппадокией. Я сделала себе 2 раза массаж, я поела салатиков вкусных. Ну, я молодец, конечно, я не ела всякой жирной еды и булочек, я ела салатики, я молодец. Вот, что еще? Съела 2 бахлавы. Да, был грешок. То есть по десертам тоже прошлась. Вот чем я еще развлеклась. Прошлась по шопингу, присмотрела себе очки. Но они очень мне понравились. Но что-то как-то сейчас, прям перед поездкой, вбухать 1000 евро на очки, которые так, они такие очень хлипенькие, но очень красивые. Не знаю. Да и некуда их класть, в общем, не знаю. Не взяла я их, короче. Может быть, в другой раз. Я волновалась, что мне будет скучно. Вы видели, у меня прекрасная собеседница была, женщина-американка. Ну как, она живет в Америке, но она из Индии. Мы поговорили про Индию. Я поделилась своим впечатлением, когда я была в Дели. Мы пообщались по Америке. В общем, про все. И вот так вот незаметно пролетел целый час. Вот. Ну и что, уже время идти на посадку. Мы летим в Оман. Самое главное перед выходом не забыть забрать свой багаж. А тем, кто еще и тут может чего-нибудь выпить, очень рекомендую поставить себе будильник-напоминалку, потому что можно забыть свой багаж. Как это? Почему? О, я уже испугалась. Ура! Класс, все на месте, все упаковали, погнали. Если вы вдруг летите из этого аэропорта в первый раз, или у вас здесь трансфер, будьте очень внимательны, потому что здесь ABCD, это в эту сторону, и это очень далеко. Но если вдруг вы ошиблись буквой, то вам нужно совершенно в противоположную сторону, и там тоже гейты. То есть гейты и в той стороне, и в той стороне. Не как, допустим, мы привыкли в некоторых аэропортах только в одну сторону, все гейты. Нет, здесь в 2 стороны, и расстояние между этими буквами, между этими 2 противоположными, иногда может занять у вас 20 минут, а то и больше. Поэтому будьте внимательны в этом аэропорту. И у меня, как обычно, я почему-то все время летаю через У меня, как в самолете всегда, у меня посадка. Я сижу на так и гейты у меня все время все на Сказывала, что в этой части аэропорта появилась очень классная лаунж-зона. Тут и солнечный свет. И сейчас, поскольку Рамадан, видите, есть прекрасная национальная музыка. Замечательно здесь. Люди отдыхают. Прекрасно. Если вы идете в сторону A-B, вернее, даже не B, а A, здесь есть такой массажный кабинетик, маникюр, педикюр. Красота. Давайте посмотрим, что по ценам. Так. 15 минут фуд-массаж. 40 евро. У меня только что был 15-минутный массаж бесплатный в лаунже. 100 евро сэкономленного семейного бюджета. Красота. В массажным салоном есть nap-zone, такая зона отдыха. Смотрите, тут такие кресла, полушезлонги. И тут вообще пусто. И сейчас у меня еще есть 30 минут до посадки. Я хочу зарядить телефон и немножко в таком горизонтальном положении полежать. Говорю, в этом аэропорту есть такая иллюзия, что вот уже чуть-чуть и твой A7 гейт, но потом ты понимаешь, что есть A6A, A6B, до твоего A7 еще куча времени нужно идти. Поэтому я уже думала, где-то сяду, немножко еще посижу в нэп-зоне, но я в итоге там посидела 5 минут, потому что я поняла, что мне надо бежать, пора бежать. Я же говорю, это очень трики, это очень коварно. И буквально вот я села на 5 минут в этой нэп-зон, и сейчас я понимаю, что нет, надо бежать, потому что до A7 еще идти минут 5, а посадка уже началась.
Так что всегда имейте в виду, этот аэропорт очень коварен, потому что здесь есть не просто A6, а A6A, A6B, и это в 2 раза удлиняет эти все расстояния. Вот я пришла, видите, какой огромный. То есть просто посмотрите, сколько я прошла, это только в сторону гейтов A. Вовремя я пришла, я же говорю. Представляете, вот только вроде посадка началась, а ты пока туда-сюда, 10 минут и уже last call. Конечно, супер. Я уже иду к самолету. Смотрите, у меня заняло все от выхода из лаунжа до практически прибытия в самолет. Мне это заняло почти 25 минут. Представляете? Так это я шла достаточно таким спортивным темпом. Поэтому так, если бы я еще на 5 минут задержалась бы, то уже бы все. Посадка бы завершилась, потому что это был уже last call. Ай. Так, ну что. Ура. Но, к сожалению, кресла опять не вот эти вот не очень удобные. Я уже знаю эти кресла в этих самолетах, но ничего. Хотя бы 2. Тоже залог прекрасного полета. Надеюсь, я буду одна. И это полет будет лучший просто, который может быть. Наушники, кабель, водичка, лимонадик. Наконец-то снять обувь и переодеть носочки. Ну что, прощай, Стамбул. Полетели в Оман. Обычно выбор фильма. Что-то хочется сегодня романтичного посмотреть. Смотрите, мне уже принесли косметичку. Какая классная. Такая вся прям приятная. Смотрите, Lanvin. Сейчас. Это удача. Спасибо, Вселенная, у меня пустой. Спасибо, у меня пустое место рядом. Так, ну что, давайте посмотрим косметичку. Что там в ней от бренда Lanvin. Должно быть что-то гораздо более приятное. Так, как обычно. Плакс, как обычно. Носочки, как обычно. Меня интересует именно этот бренд. Крем для рук. Супер. Пойдет. Дальше. Бальзам для губ. Тоже класс. Все это сейчас используем в полете. Так, зубная щетка, зубная паста. Это уже традиционно от Turkish Airlines. Ну, кстати, косметичка классная. У меня их много, но вот такая вот классическая, подходящая под мою всю одежду. Мне очень нравится. Класс. Спасибо. Пригодится. Обожаю тот самый момент, когда расположился, отдохнул, выпил лимонадику, выбрал фильм, и впереди 4 часа прекрасного полета с вкусной едой, с прекрасным настроением. Myself, Captain Yusuf Can'ın, my colleague Captain Esat Atıl Mertens. Welcome aboard from Floriga, Flores Planet. 4 hours 20 minutes at an auto maximum 35,000 feet. Традиционно у меня 3, всегда 3. We'll give you further information before descent. Wish you a pleasant flight. Size yardımcı olacaktır. Şimdi arkanızda da olabilecek en yakın çıkışa ait ikaz... Прям чувствую, какой классный будет полет. У меня нет никого рядом, я могу даже скинуть ножки. Сейчас будет вкусно, какую-нибудь рыбку съем. Буду смотреть классный фильм. А самое главное, что мой муж нашел этот же фильм, который я хотела посмотреть, и он тоже будет смотреть его со мной только дома. The exit signs will help you locate them. Take a moment now to locate your nearest sign, which may be behind you. In the event of an emergency evacuation, leave the aircraft following the exit sign. I live on this farm in Limuru, Kenya.
какой красивый мир. Действительно, самое прекрасное, что есть в этом мире, это путешествие, изучение этого красивого, прекрасного мира и планет, и людей, обычаев, культур, архитектуры, природы, волшебства. Аэропорта в Стамбуле на фоне заката. Красиво, правда? Пока Стамбул. Полетели. Вот и принесли меню. Давайте посмотрим, что у нас сегодня. Надеюсь, вы меня простите за звук. Не хочу доставать микрофон. Он далеко там наверху. Вот. Ну что, давайте изучим, что у нас тут есть. Салат из креветок есть. Потом на выбор получается мясо, биф, чикен, курица. И вот эти вот гночи, белуга лентил. Очень были вкусные, в прошлый раз я ела. Прям рекомендую, кто не ест мясо или кто вегетарианец, это супер. Потом на десерт в этот раз, к сожалению, шоколадный фондан, который в Turkish Airlines просто классный. А сютлач это просто, на мой взгляд, отвратительнейший турецкий десерт. Вот. Ну и как обычно здесь всякие, можно выбрать чай, напитки. Вот. Ну а я, наверное, как обычно, традиционно, когда я лечу в новую страну бизнес-классом, возьму бокальчик шампанского. Ну что, приятного аппетита. Погнали. Будем дальше смотреть фильм. Классный фильм. Очень рекомендую. It ends with us. Ну что, красота, прекрасная еда, креветки с салатиком, то, что нужно. Это, кстати, что-то новенькое, я даже не знаю. Мне кажется, это, наверное, похоже на шпинат, потому что сейчас Рамадан идет. Мне принесли финик и сютлячную, говорила, я его не люблю, сразу его уберу. Не нравится мне этот десерт. Стакан воды, ну и, конечно же, бокальчик шампанского. Ну что, летим. Летим в Оман, моя новая страна в этом году, уже вторая, поэтому всем желаю таких прекрасных и вкусных поездок. Ну что, приятного мне аппетита, прекрасное шампанское и действительно прекрасный такой тонкий, душевный такой фильм. It's End With Us. Обязательно посмотрите. Романтичный, про любовь. Ну что, так выглядит гночи с чечевицей. Lentil. Кстати говоря, в прошлый раз они выглядели немножечко иначе. Но ничего, это хороший источник железа, то, что мне нужно. Я такое люблю. Потому что сегодня я ем одни салаты или углеводы. Очень мне не хватает чего-нибудь такого. Ну что, сейчас попробуем, насколько это вкусно. Горячо. Вкусно. Вполне. Они изменили. В прошлый раз это было именно как равиоли, как пельмени с лентилом. Но в принципе так даже хорошо, потому что я вот не буду есть вот эту вот глютеновую часть. Вот. И хочу съесть только саму чечевицу. Это неплохо. Честно говоря, такое вижу вообще впервые. У всех есть экраны, есть наушники. Но один единственный человек смотрит на айфоне
детский сериал с ужасными выкриками на максимальной громкости. Так что даже я через свои шумодавы слышу все, что происходит. Я вообще первый раз вижу такой уровень беспардонности. Это, конечно, просто человек опытный. Я знаю, что замечания никогда никому в Турции делать нельзя, с тебя дороже. Сами виноваты сделают. Просила стюарда сделать замечание, но он сделал, но все продолжается по-новому. Турция, она даже на другом конце света Турция. Девочки дорогие, этот фильм действительно шикарный, терапевтичный, и я думаю, что для многих он будет действительно очень важным. Посмотрите этот фильм. Как раз моему видео, где я говорила о тяжелом детстве и о том, что происходит потом, в общем, обязательно посмотрите. Для всех девочек, у которых были проблемы с отцом. Очень наглядный фильм, все классно, очень показано, очень трогательно, очень такой романтичный, теплый и красивый фильм. Посмотрите обязательно. Одновременно и классный фильм, и настолько болезненный. Меня просто свело прям все тело, настолько тонко показали моменты. Просто гениально сделан этот фильм. В общем, у кого были какие-то травмы, насилие, абьюз, обязательно посмотрите этот фильм, очень полезно. До слез. Фильм просто, я не знаю. Просто обрыдалась. Такой хороший, одновременно тяжелый фильм. Вообще, давно такого не было фильма, честно. Я была. Ну что, пролетаем в Арабские Эмираты. Только что был Дубай. Сейчас уже... Где мы уже? Ну, уже почти, уже практически вылетаем из Эмиратов. И влетаем в Оман. Это все кост, береговая линия. Там Gulf of Oman, залив Оманский. Gentlemen and dear children, we hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off.
И это была очень классная по-арабской речь. Вы уже поняли, где мы с вами приземлились. يمكن البقاء في المقعد مع الحفاظ على ربط حزام الأمان الخاص بكم حتى يتم إيقاف تشغيل علامة ربط حزام الأمان وعدم فتح صناديق التخزين العلوية. شكرا لكم. В общем, друзья, спасибо вам, что вы были в этом видео со мной. Я под конец этой поездки, сейчас уже час ночи, но я чувствую себя полной сил. Я здорово отдохнула в лаунже, провела там весело время. Я боюсь, что я заскучаю, но я вкусно ела, развлекалась, классный посмотрела фильм, поплакала, прорабатывала, переписывалась с мужем. Мы вместе так прям душа в душу, прям вместе посмотрели этот фильм, так прям оттянулись. В общем, очень советую всем посмотреть. Вам будет о чем поговорить со своими партнерами, рассказать, может быть, какие-то свои истории с детства. Поэтому действительно фильм классный. И поскольку я приехала в новое путешествие с вами, мы уже видимся в новом видео. А завтра я уже проснусь в роскошном, одном из самых роскошных отелей Муската. Вот. И будет, я думаю, новый прекрасный влог из этой прекрасной страны. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, делитесь своими впечатлениями о поездках, о Turkish Airlines, о том, как вы проводите время в лаунже. Может быть, есть что-то, чего я не знаю? Пишите в комментариях. С вами была Ева. Пока. Пока. Ну что, чудеса начинаются. Красота. Мне уже все нравится. Прекрасный уровень аэропорта и происходящего. Друзья, все, я приземлилась в Маскате. Сейчас полночь, и уже завтра утром начнется новый влог о моей поездке. Я буду показывать, что я буду видеть, что я буду есть, куда я буду ездить. Поэтому впереди 4 прекрасных дня в Омане. Я думаю, из этого получится пару влогов. Так что оставайтесь на канале, подписывайтесь, оставляйте комментарии. До встречи завтра утром на завтраке в отеле Шеди. Пока. Красота ли? Красота. Внимание к деталям прямо очаровывает. Я уверена, что вот форма этих лавочек, собственно, как и форма гор в Маскате. Вы знаете, что в Маскате очень красивые горы. Смотрите, какой красивый аэропорт. Прекрасно. Мне даже больше нравится, чем в Дохе. Класс. Ну что, я на месте. Привет, Оман. Сейчас будем вызывать такси. Такая приятная влажность, кстати говоря, такая приятная теплота. Просто супер. Я рада. Я тоже нашла машинку, приехала, заказала через такси. Что, едем? We're going to Shady Hotel. Shady, yeah. Name hotel? Shadi? Shady Hotel. Or maybe you spell it different, I don't know. I think Shady. Что, вот я и прибыла. Буквально 10 минут, и я уже в отеле Шейди. Погнали. Ну что, я прибыла в восточную сказку. Какая красота. Все спали, я тут всех разбудила на ресепшене. Ой, класс.
We can touch it. Yeah, thank you, thank you. Oh, whew. Cut out. Thank you so much. Oh, there is a drink. What is that? Orange juice with ginger and milk. Oh, I love ginger. Thank you so much. Enjoy. Oh, cold, how good. Oh, thank you. And this is the welcome letter from our general manager. Really? Yes. Never had something like this. Mr. and Mrs. Дринк. Я уже в который раз убеждаюсь, что если дринк совпадает с моим вкусом, то и отель мне придется по нраву. Это уже у меня такая примета.